Пане президенте, дуже вам дякую, що знайшли час на интервью с АРД. В вашем новогоднем обращении вы сказали, что 23-й год станет годом возвращения к нормальной жизни, но реальность другая. Мы видим атаки, русские атаки на территории Украины дронами, ракетами. Каждый день погибают люди, много людей. Ваш министр внутренних дел погиб при катастрофе с вертолетом, с ним вместе 13 человек. И не виден конец этих плохих новостей. С одной стороны цели, четкие цели, которые вы сформулировали, с другой стороны реальность. Что это с вами делает эмоционально? Ну, емоційно, доброго дня. Емоційно, якщо чесно, це неприємно, це біль, втрата людини близької. І я думаю, що у кожної людини в Україні, яка втрачає своїх близьких друзів, партнерів, співробітників, або найстрашніше, втрачаючи своїх дітей, і однаковий моральний шок і біль тощо. Я звик, я маю звикнути. І у мене немає просто іншого шансу. Я повинен показувати приклад співробітникам, команді, людям, приклад всім. Стійкості, і це правильно і нормально, бо ми у час війни знаходимося, а в час війни люди втрачають, на жаль, люди втрачають людей. Головне в цьому випадку не втрачати віру в те, що ми переможемо. І це не абстрактні якісь речі, не ефемерні якісь поняття, це абсолютно зрозумілий підхід. Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб бути стійкими і щоб повертатись до нормального життя, про що ви запитали. Так, я вважаю, що це вирішальний рік, коли ми можемо повернутися до нормального життя. Люди на деокупованих територіях, незважаючи на те, що їм там дуже складно, вони повертаються до життя. Коли ми деокуповуємо, вони бачать наших військових, бачать Україну, прапор, і для них це життя. Росія все одно б'є по енергосистемі, по цивільним цілям, по людям, звичайно, по суспільству. Ну, це їх усвідомлюючий вибір, розумієте, усвідомлюючий, да? Тобто вони обрали такий шлях, тобто шлях нападу, агресії, але шлях залякування, шлях сіяння шлях цього шоку, зробити шок на щоденному форматі. Для людей, щоб був шок, народжує завжди хаос, паніка народжує там неспровоковані дії і тощо, і втрати, і жертви, і люди біжуть, і втрата всього. Тобто зрозумілі цілі у них, а у нас повернення життя – це повернення нашої землі, і після цього повернення безпеки, повернення людей додому. Военные эксперты говорят, что Россия готовится к войне на истощение. Вы сами только что сказали, Путин готов для этой войны делать все и все остальное ставить на задний план. И есть еще другие наблюдатели, которые говорят, что Россия, может быть, очередной раз попробует со стороны Беларуси идти на Киев, нападать активно на столицу. Из какого варианта исходите вы? Смотрите, по-русски я отвечу вам по-русски. Знаете, сам формат вашего вопроса предполагает уже ответ. Путин готовит наступление. Это уже, в принципе, мы в разном философском мире живем, находимся, и, к сожалению, он уже не такой философский, по поводу ценностей, он уже стал реальностью. Мы это защищаем. Дома, семьи, землю, все, мы жизнь свою защищаем.
Мы никуда. Видите, мы думаем с вами оттуда, откуда он будет на нас наступать. Понимаете, мы думаем, где мы будем защищаться. То есть это абсолютно разные мироощущения, абсолютно разные подходы. То есть я люблю своего ребенка, я хочу сделать так, чтобы ребенок жил. Я люблю своего ребенка и знаю, что вот отцу, у вас есть дети? Я вам желаю, это большое счастье. Вот. И я вижу рядом человека, у него ребенок. Мне этого ребенка также жалко. Я не хочу, чтобы этот ребенок его взорвали, убили или что-то произошло. А Путин отправляет на войну умирать сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют. Он начал войну, его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. Я не видел, не слышал. Дети его, внуки. Просто хочется увидеть. А где они? Они, может, не воюют, не умеют стрелять, так они на Донбассе поддерживают там, как он говорит, несчастных людей, которых обижают? Или они на оккупированных территориях Украины, может быть, они в Крыму находятся, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после этой войны, и так далее. Эти люди будут жить. Цена этой войны – это чужие жертвы, не свои, президента Российской Федерации. Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге, на востоке. Он же ставил задачу там, выйти на границы, административные границы Донбасса, Донецкая и Луганская область. Он ставит эти постоянные задачи. Сотни людей каждый день, тысячи людей каждый день погибают. Он все равно ставит эти задачи. Смотрите, мы имеем проблему в мире. И это должен, не знаю, как по-русски, усвідомлювати, як буде? Осознать мир должен. Это должен осознать мир. Не Украина. Украина осознала, к сожалению, он на этом кровавом пути идет по нашей земле, и мы первыми встречаем это зло и противодействуем ему, как можем, я считаю, достойно. Ну, и у мира есть шанс это зло, знаете, как-то помочь Украине это зло поставить на место. А вот чтобы вот откуда оно вышло из этого, в общем, вот из этой берлоги, чтобы оно туда залезло. Важная задача. Мир в этом помогает, и вы, наверное, со мной согласитесь, что Украина зависит в том числе от западного оружия, от помощи Запада. Мы сейчас с вами ведем разговор накануне встречи в Рамштайне украинской контактной группы. Поэтому самый основной вопрос, вы говорите, чтобы не обсуждать, откуда, например, кто может наступить, а основной вопрос для вас, наверное, что нужно Украине. Можете озвучить, что вот в нынешний момент, в нынешний этап этой войне Украине нужнее всего? Украине надо защита на поле боя. Это, конечно же, артиллерия. Это, конечно же, російською РСЗВ так і буде. РСЗО. Ракетные системы залпового огня. Залпового огня. РСЗО російською, да? Артиллерия, система артиллерии. РСЗО. Это то, что важно. Важна бронетехника, БМП, БТР разного вида, чтобы спасать и защищать людей, которые мотивированы защитой своего дома и идут вперед, и знают, что погибнут. Знают, что погибнут. Это разные абсолютно мотивации. Думать, что можешь, может быть, а они знают. Это разная мотивация. У наших народов разная мотивация. Те вообще не понимают, что они приехали. А эти знают, что они погибнут. Это трагедия, то, что вообще вот этот человек один начал. Ну да бог с ним, без морали, предметно, про что вы сказали. Значит, танки. Нужны танки. Ну, это вид той техники, у которой у нас действительно дефицит, скрывать нечего. Дефицитным является и снаряд ко всему тому вышеизложенному мною, ну и
Это что касается сил на земле. Что касается неба, нужно защищать просто людей, крыши домов. Вы же видите, десятки, сотни людей просто погибают от ударов иранских дронов или ракет баллистических и так далее. Вот. Ну, в общем, это к полем боя стали города, полем боем стали села. В общем, стертые с лица землі ОТГ. Об'єднані громади, так і буде? Так і буде, да? Ну, територіальні громади, зрозуміло, да, что это? Да, ОТГ, особенно на Донбассе, там, где они все якобы защищают, а на самом деле они все зачищают. Если честно, там ничего живого нет. Какую любовь они хотят? Они ждали людей с цветами, а так они себя повели, что люди, я думаю, да, боюсь, что люди готовы их встречать только с оружием. Я не боюсь, уверен. Вот. В небе поэтому нужны air defense системы, максимально защищать наше небо. Я тут благодарен как раз Германии за Iris-T. Это хорошая система, нам бы их побольше. Но Шольц обещал, поверим канцлеру, будем ждать. Вот. Ну и, конечно же, НАСАМС, которые нам давали партнеры, и сейчас решение по поводу патриотов. Я думаю, что это серьезное и правильное решение вот, Соединенных Штатов. И вслед за этим решение такое же после диалога Байдена и Шольца. И нашей работы совместное решение по поводу Патриот от немцев и также от Марка Рютте. И, ну, в общем, мы работаем над тем, чтобы увеличилось количество систем защиты нашего неба. Но это то, что касается неба. Очень хочется новую страницу в этой войне. Ну вот, в этой защите, это точнее будет, это, конечно же, самолеты, потому что хочется, чтобы контроль неба у русских не был. Ну, примерно так. Ну, этого всего очень много. Конечно, нужна дальнего действия ракеты, серьезное оружие, чтобы они не били по нашим городам, а мы достать до них не можем. Это печально. Вот Херсон. Мы деоккупировали Херсон, а они сказали, что они оставили Херсон, чтобы не страдали люди. А на самом деле выглядит все, в общем, конечно, ну, как... Ну, в общем, они ублюдки. Они перешли на другой просто берег, поставили там орудия тяжелые, которые понимают, что они добивают до центра города. И просто ежедневно расстреливают центр города. Конечно, ублюдки. Ну. Вы озвучили вопрос танков. Вы не один раз с канцлером Шольцем напрямую на эту тему говорили, вы не один раз требовали танки «Леопард-2», объясняли, почему вам эти танки нужны. Сейчас есть как бы новое развитие. Канцлер Шольц сказал, что он в принципе был бы готов поставлять «Леопарды», если Америка поставит танки «Эйбрамс». Что вы думаете про это предложение? Посмотрите, канцлер Шольц очень неплохой пакет поддержки Украины, поддержки нашей армии выделил. Я ему за это благодарен. И я очень благодарен за сильный пакет Соединенным Штатам, президенту Байдену, Конгрессу, ну, всем парламентариям и Германии, честно говоря, и Америки. Но мне кажется, это очень некорректно, то, что сейчас звучит. Это некорректно по отношению к живым людям. Так нельзя. Мол, я дам столько же, сколько и ты. Но это, понимаете, как вам сказать, это немножко про... Ну, смотри, пусть Америка сделает шаг, тогда и я сделаю. Да, но это же не... Как бы проблема не у Германии с Америкой. Не соревнования амбиций, или личностных характеристик. Ну, смотрите, ребят, вы взрослые, вы, конечно, можете там, ну, еще полгода говорить, вот, мериться впливовостью, влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать «Леопард»? Ну дай. Ну дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает,
не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди, культура. Сейчас уже и культура, и история их тоже не интересует. Мы, честно говоря, хотим просто освободить нашу землю. Но можно, у тебя есть леопарды, или вы просто, у вас соревнования в риторике? Если есть леопарды, дай. Если Брэдли дали, американцы их дали, их 20 в пакете, а немцы дали Мардеры 20. И я был очень благодарен, и спасибо, но после заявления, мол, про танки, мол, ты вот дай, и я дам. Сколько ты дашь, и я дам. И у меня возникает тогда вопрос. Ну, то есть, ну, значит, вы могли дать Мардеров больше? Ну, как бы вы просто их дали 20, потому что американцы дали 20 Брэдли? Ну, Шольц объясняет, что он не хочет играть, идти в одиночку, а хочет именно совместные решения принимать. И для Германии... да, Америка... это не игра, это не ставки на повышение, понимаете? Это не в этом дело. Шольц не может сравниться с Эстонией, которая отдала все, что у нее есть, и оно меньше, чем та часть, которую дал Шольц. Но мы благодарны, я еще раз говорю, Германии, но я не могу благодарить их и кланяться, и разбить голову разбить о пол, понимаете? Всему есть как бы какая-то, ну, трезвая мысль. Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все, да, это все, что они могли. Но я им благодарен, я просто привожу такой пример. Я хочу просто, чтобы мы все были услышаны. Ведь, понимаете, если Украина способна накормить какую-то страну, и завтра, и вот она война, и Африке нужна была помощь, мы отправляли зерно. Хотя я мог точно так же сказать, ну, послушайте, я бы хотел посмотреть, кто еще зерно отправит. Слушайте, а давайте посмотрим, сколько там какая-то страна, не буду говорить, какая-то северная страна, где, извините меня, дефицит сельскохозяйственных площадей. Я скажу, ну окей, а я вот хочу, чтобы тоже отправили столько. 100 кораблей. Это же нечестно. Это неправильный разговор. У каждого какие-то есть свои способности и возможности. Сегодня ты мне помогаешь. Ты Германия, ты сильная. Я знаю, что в каждом Евросоюза большая часть наверняка там у Германии, потому что у них самая сильная экономика. Да, но в этом и суть Евросоюза. Вы объединены, разные страны, и когда плохо одному, второй придет на помощь. И ничего в этом нет такого. Вот точно так же здесь с оружием. Ведь я тебе не желаю ничего, ну, как бы... Но если когда-то, где-то, в чем-то беда, не дай бог война, Украина отдаст последнее. Естественно. Но Знаете, естественно. вы считаете, Германия... Вы благодарны, я слышу, но Германия в данный момент делает недостаточно. Я не считаю, что она делает недостаточно. Это ее вообще право, достаточно или недостаточно. Это все равно от них идет помощь. Я считаю, что это некорректно. Я считаю, что так говорить, так формулировать некорректно. Я дам, если ты дашь, если тот даст, а если этот даст. Ну, я считаю, что это неправильно. Я выразил свою мысль на примере зерна. И я могу назвать таких примеров очень много. Ну, это очень странно. Чернобыль. У нас была трагедия Чернобыля в советские времена, да, но все спасали людей. Разве кто-то смотрел, что за человек, какая у него национальность? Все спасали. Помогали все. Абсолютно помогали все. Но ведь помогали все страны, а не те, на кого шло радиационное облако. Мол, давайте им поможем быстрее, потому что скоро придет на нас. Нет, помогали все. И это правильно. В этом и суть. Когда говорят альянс, когда говорят союз, европейский или НАТО союз, в этом и есть суть. Америка тоже отреагировала на это предложение и сказала, Пентагон сказал, что Америка не готова Украине поставлять эти танки с объяснением, что Украина не может их чинить, не может поддерживать эту функцию танков. Поэтому вопрос, Украина в состоянии поддерживать функцию танков «Леопардов» и не была бы
Смотрите, это все очень, очень сложно, об этом можно говорить часами. Если есть желание, конечно, нужны хабы для ремонта, нужно специальное обслуживание, нужна специальная подготовка. Вы смотрите, ну как вам сказать? Смотрите, нужно 10 месяцев, чтобы научиться работать на патриотах. 10 месяцев по-хорошему, чтобы команда работала. Но когда разговор выживания, мы говорим о 10-12 неделях, чтобы научить группу. Вот и все. И вот такие у нас были договоренности. И это про желание. И это позитивная договоренность. Не потому, что вот как бы по-другому хуже или лучше. Никто не определяет, хуже или лучше. Сейчас нужно быстрее. Каждый день умирают люди. Это не требование, это желание. Оно обоюдное. Так и с леопардами. Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении леопардов. Так и есть. Но ведь к ковиду тоже никто не был готов. Но это не значило, что нужно не искать решения проблемы. Просто опустить руки и сказать, ну извините, у вас ковид, у нас пока в стране ковида нет. Но ведь ковид пришел и к ним, в соседнюю страну, а потом по всему миру. Правильно, и все стали искать лекарства. И когда одна страна не могла произвести лекарства, она покупала у другой страны или получала помощь от другой страны. И ей же не говорили, послушай, тут такая история, нам нужно подготовиться, нам нужно проверить, нам надо еще несколько лет. Несколько лет миллионы людей умирают. Какие несколько лет? Это то же самое. Это то же самое вакцина, леопарды, патриоты и так далее. И еще, вы должны четко понимать, когда против нас русская армия, у которой 1000 танков, ну там просто некому воевать, они боятся и они не мотивированы. Это плюс нам. Но когда у них 1000 танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решают проблем. Они делают только одну очень важную вещь. Они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков, возьми все. У меня есть 100 танков, ну возьми все. У меня есть 1 танк, на, я тебе его отдаю. Вот это вы бы хотели услышать от Шольца? Да, я хочу именно услышать честно. Я ценю все, что сделал он, и Штайнмайер, и Шольц, и Бундестаг. И я реально и говорю. Но вы меня спрашиваете конкретно про этот эпизод. Я считаю, что не время торговли, время выживания. Нам нужно выжить. Вот о чем я говорю. Я хочу услышать по-партнерски, чтобы он скажет, да, сейчас ты не готов, но я придумал, как подготовить твоих военных. Вот тренинговые миссии. Давай там, давай вот на этой территории, давай там-то. Я придумал. Поверь мне, президент Украины, поверь, у меня-то леопарды, поверь мне, чтобы обслуживать вам, у вас будет масса вопросов. Давай сделаем вот так и вот так. Это и есть, понимаете, ну, то есть, как бы, это и есть политическая воля. А если политической воли по какому-то вопросу нет, то не нужно искать причины, понимаете, да? Надо сказать нет. И не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов. Украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые. Мы много с вами говорили об оружии, потому что вы подчеркиваете, насколько вам это важно. В Германии есть в том числе и люди, которые против поставки оружия, которые принципиально против поставки оружия и объясняют это тем, больше оружия равно больше смерти. Что вы отвечаете этим людям? Слава Богу, мы живем в свободном мире, и у каждого человека есть свое мнение. И смотрите, мы людей, у которых другое мнение, не линчуем точно, не занимаемся линчеванием. Я просто хотел бы, чтобы люди глубже понимали, что происходит и что возможно, чтобы обратили внимание на риски. Но они могут быть против, я считаю, что люди против тех, кто не очень глубоко знают предмет. И
Им кажется, что президент России остановится, у них есть какие-то, я не знаю, эмоциональные воспоминания о чем-то, не знаю, о какой-то связи России, Германии, об отношениях и так далее. Смотрите, этого нет ничего. Просто этого ничего нет. Президент России держится только за свое президентское кресло. Конечно же, после Украины он пойдет дальше. Конечно же, балтийских стран, как независимых, не будет. Это все есть в его голове, однозначно. Все эти месседжи, мы с вами, если изучить глубже то, что я сказал, вы увидите, все эти месседжи, они все есть на российском телевидении, они транслируемы для того, чтобы приучать свою аудиторию к тем или иным будущим шагам. Все так было у нас с Крымом. Они все время говорили, дошли до апогея влияния на свое население, что Крым – это Россия. В этот момент они аннексировали Крым. Они делали то же самое с Донбассом, что они помогают русскоязычным, они защищают русский язык, они защищают, что в Украине фашисты, запрещено всем говорить. Вы, кстати, вы говорите по-русски, я вам также отвечаю. Ну, вы понимаете, да, какой-то вообще бред, что этот человек несет. Но это для чего? Для того, чтобы просто убеждать свое общество, а в итоге, чтобы оно ему верило и его поддерживало. Ему, его окружение. Кремль. Для меня это один субъект. Кремль, да? Назовем это так. И вот, собственно говоря, потом Польша. Там было влияние Советского Союза. А русские при возможности туда вернутся. И тогда мы говорим уже с вами о границах с Германией. О границах с Германией, с той страной, где часть населения, о которых вы сказали, что есть люди, которые считают, что больше оружия, больше проблем, надо меньше оружия. Смотрите, меньше оружия Украине, быстрее приход в Германию. Если немцев это устраивает, я считаю, что риски эти высоки. Авторитетом кого они собираются остановить Путина? Просто интересно. И Макрону, и Шольцу, и другим лидерам президент России пообещал, что не будет полномасштабного вторжения. Он им дал слово за, по-моему, сутки или за 2 дня до вторжения. Он что, хочет сказать, что он готовил операцию полдня? Ну, пусть не смешит никого. Это смешно выглядит, просто смешно. Ну, просто он сказал Европе, ничего не будет, наврал и пошел дальше. Все так и будет с остальными странами. Присутствие России там, где был Советский Союз, для него аргументированно показать свой, так сказать, исторический вклад в Российскую Федерацию, собирателя земель Советского Союза, который был, ну, собственно говоря, закончил свое существование. Вот именно так и произойдет, если Украина не остановит Российскую Федерацию. Вот именно так. После начала полномасштабного вторжения, полномасштабной войны, были переговоры. Потом вы пришли к точке, где вы сказали, не имеет смысла вести такие переговоры. Что должно случиться, чтобы опять имело смысл вести с Россией переговоры? Ну, смотрите, вы должны понимать, что вас должны уважать, но хотя бы не вас, я имею в виду страну, а международное право, суверенитет, территориальную целостность. То есть есть как бы вещи стандартные, которые просто нужно уважать. Знаете, это как, нельзя приходить в гости, если тебя не приглашают. Это как бы неприлично, мягко говоря. А здесь пришли, кого-то изнасиловали, кого-то застрелили, кому-то отрубили конечности, кого-то заживо похоронили. И говорят, слушай, я вот в 3 комнатах уже навел вот такой порядок. Вот у тебя кухня осталась. Я хочу на кухне сесть с тобой поговорить. Вот он зашел на кухню и получил. Из кухни получил раз, получил во 2 комнате, получил в 3. И теперь просто сесть поговорить, как-то не с руки.
Поэтому Украина должна точно понимать, что про человеческие отношения забыли, про громкие слова добрососедство, дружба, совместная история забыли. Прагматичный разговор. Прагматично следующее. Шаг первый. С нашей территории нужно уйти. Быстрее, значит, меньше жертв. Меньше жертв, больше шансов после того, как уйдут, перейти к дипломатическому урегулированию вопроса. Если уйдут, как в Херсоне, ушли и продолжают стрелять, нет смысла дальше говорить опять. Вышли из территории нашей независимой страны, перестали пользоваться оружием, просто прекратили стрельбу, признали эту трагедию трагедією, но это уже дипломатически пошли шаги. І відшкодування грошей, я не розумію, як це сказати, відшкодування збитків, ну, зрозуміло, да. Ущерб и так далее. А ущерб это не деньги. Всем кажется, богатой России, вернее не так, богатой группе людей, которые, в общем, держат всю Россию на подсосе, да, вот этой богатой семье, скажем так, им кажется, что можно решить деньгами. Но не решат они деньгами историю с людьми, с нациями, которые теряли не деньги, а людей, прежде всего, близких, родных. А деньги в последнюю очередь. Уже никто ничем не думает. Ни про дома, ни про квартиры никто не думает. Все думают, как дитё, чтобы жило. Поэтому как решить? Поэтому одними деньгами не выйдет. Должна быть справедливость. Вы только что подчеркнули, согласились, что Россия ведет войну на истощение, они готовы на все. Ваша позиция вернуться к границам 91 года. Возьмем, представим, что это удастся, например, с помощью немецких танков, других танков. Это обозначает автоматически мир, потому что Россия же может дальше продолжать со своей территории бить на территорию Украины. Смотрите, я не считаю, что... Смотрите, вы, ну, как вам сказать, урегулирование этого процесса и выход с нашей территории, конечно же, приведет дальше к дипломатическим шагам. Я просто не уверен, что это будут эти же люди просто, которых все сегодня называют Россией. Вот. Я не уверен, что это будут эти люди, это руководство и так далее. Да бог с ним, я не хочу, в общем, честно говоря, это вообще мне все равно. Было бы непонятно, с кем говорить. Вот я не совсем понимаю, с кем говорить, о чем говорить. Поэтому нужен первый сильный шаг, правильный шаг, очень правильный. Но выход с нашей территории — это, в принципе, все равно признание ошибок. Да. Но слов мало, понимаете, нужны действия. Действия. И, конечно же, не нужно ставить никакие ультиматумы. Мы независимая страна. Независимая страна с очень активным гражданским обществом. Мы с многими людьми общаемся, ездим, и многие люди нам говорят, в данный момент война, понятно, много власти в офисе президента, есть телемарафон, в котором участвуют телестанции. И вопрос такой, это еще с вашей точки зрения нужно долго, и есть ли у вас инициатива опять допустить в общественном пространстве больше плуральных дискуссий и больше критики, например, что касается вашей персоны? Так критикуйте. Я ж тільки за. Я просто не зовсім розумію, в чому запитання щодо критики. Я завжди був відкритий, будь ласка. Ну, немає питань. Но телемарафон, например, вы считаете, что правильно, чтобы так еще было, что телестанции... Це зброя. Вона показала, як вона діє. Це об'єднане інформаційне поле. І воно працює за Україною проти Росії на сьогодні. І це спрацювало. Так, унеможливлення мовлення російських каналів, які спонсорувалися Росією. Дивіться, є рішення прийняті Радою національної безпеки і оборони, державницькі рішення. Що стосується
багато влади у мене. Я такого дуже багато чув. І, до речі, ви повторюєте, в принципі, риторику пана Медведчука. Він також те говорив. Обижаете. Ні, я вас не обіжаю. Я завжди не обіжаю. Ви ж також про мене говорите, що у мене дуже багато влади. Дивіться, у мене не багато влади. Я президент, якого обрав народ, раз, а другий, я президент у військовий час. І моя влада, все, що в мене є, все написано в законі. Не можна у мене щось забрати або надати мені зайве. В законі написано, чим я керую, що я роблю і на основі яких документів. Це все є в законі. Все. Мы только с вами познакомились в этом году. Какой по-другому? Да, это последний лично. Будь ласка. Да. Вот в чем отличается Володимир Зеленский, который сидит сейчас напротив меня, от Володимира Зеленского, который сидел бы 19 января 2022 года напротив меня? 19 січня 22 Ну, року. год назад. Я просто не пам'ятаю, що було 19 січня 22 року. Я не знаю. Я не впевнений, що. Ну, я просто президент держави, яка в повномасштабній війні у будь-якому випадку відрізняється від особи, яка знаходиться, коли держава в іншому стані. У нас тоді також була окупація деяких наших територій, на Сході були постріли, а вже ж повномасштабної війни не було. Ну, так і є. Різниця, а вже ж є. І вона зрозуміла, суттєва. Тощо. У мене немає емоцій до деяких речей. Знаєте чому? Тому що я у мене є стільки енергії в день, скільки є. Я не можу витрачати енергію на зайві слова, зайві речі і тощо. От, напевно, цим я відрізняюсь. Я повинен зберегти зранку до ночі, я повинен зберегти адекватний мозок, швидко дуже реагувати, іноді різко реагувати, як ви це, значить, і сказали, образились на мене. І все дуже просто. Я знаходжусь у війні. У мене немає часу бути або політкоректним, або вагатись, або думати, як на мене подивляться, або вирішувати, що ж нам там зробити. Мене запитують, хтось з військових, тут така ситуація, треба приймати швидкі рішення. Я вважаю, що саме швидкі рішення допомогли з самого початку цій війні нам не втратити розум, адекватність і контроль ситуації. Пане президенте, дуже вам дякую. Дуже дякую.